Нужно сказать, что школа иногда достаточно жесткий или даже жестокий период в жизни юношей, и это связано с тем, что в школе существует такой феномен, как буллинг. О буллинге и его связи с маскулинностью много пишут различные исследователи. Об этом писал Игорь Семенович Кон, и эту тему много исследовал американский исследователь Майкл Киммел. В своих книгах он говорит о том, что школа – это такой период, когда мальчики испытывают маскулинность друг друга, когда они стараются задирать других мальчиков, провоцировать их, устраивать драки, устраивать травлю, обзывать и оскорблять их, для того, чтобы таким образом возвыситься самим, для того, чтобы отстоять свое право быть более сильным мужчиной, более нормативным мужчиной. И буллинг в американских школах и колледжах признается как довольно серьезная проблема. Существуют неписанные кодексы, как должны себя вести настоящие мальчики и настоящие мужчины. В Америке также существует популярное выражение «bros before hoes», что можно перевести как «парни важнее девчонок». Это выражение означает мужскую солидарность, которая именно в период школы и университета наиболее сильная и важная. Что же заставляет мальчиков и юношей солидаризироваться друг с другом и ориентироваться на общественное одобрение, на одобрение прежде всего своих сверстников? Как пишет Киммел, в период молодости никто не знает правил, никто не понимает, что значит быть настоящим мужчиной и как это делать. И таким образом юноша, молодой человек, мальчик, они застревают между двумя требованиями, между требованием быть настоящим мальчиком и настоящим мужчиной. И по ироничному выражению Киммела, многим парням кажется, что где-то есть такая специальная книга, где написано, что значит быть настоящим мужчиной, что нужно делать. И каждому мальчику кажется, что все остальные мальчики прочитали эту книгу, а он нет. В России в качестве аналогичных примеров можно привести уличные группировки, где также были распространены насилие, принуждение, и где все остальные члены группы жестко следили, чтобы ты был вот тем самым настоящим мужчиной. При этом важно, что в период молодости, в подростковый период нет достаточных легитимных ресурсов для того, чтобы быть вот тем самым сильным и взрослым мужчиной. Поэтому во многих молодежных кампаниях совершение преступления воспринимается как своего рода обряд инициации, когда юноша переходит из вот этого статуса ребенка в статус взрослого. У каких-то юношей есть другие способы, у них есть высокий социальный статус, может быть, связанный с происхождением их родителей, есть хорошее происхождение, есть достаточно денег, и они могут использовать эти ресурсы. Но у выходцев из других социальных слоев, как правило, этих ресурсов нет, поэтому участие в субкультурах, которое связано с каким-то вызовом обществу, участие в насильственных действиях, езда по городу на быстрых машинах, участие в драках, и когда юноша задирает других мужчин, является таким проявлением, таким способом стать крутым и взрослым. Кроме того, Киммел отмечает, что маскулинность – это всегда гомосоциальная установка, что значит, мальчики в своем поведении прежде всего всегда ориентируются на других мальчиков, на их реакцию и одобрение. С этим Киммел, а также другие исследователи связывают то самое демонстративное иногда поведение в молодежных компаниях и в школьных группах. И опять же с этим связаны, например, гомофобные проявления, которые очень часто существуют в подростковый период. Одни юноши хвалятся своими сексуальными победами, хвалятся, что у них было свидание с популярной девочкой в школе. Другие юноши оскорбляют своих одноклассников, используют обидные гомофобные слова для того, чтобы получить одобрение своих одноклассников и для того, чтобы никто не подумал, что он недостаточно мужественный.